Поэтому вот, когда вы понимаете, что есть такие мужчины, которые для вас недосягаемые, кстати, могу открыть маленький секрет. Знаете, почему так происходит? Интересно рассказать? Вот мужик напряжен, вот классный, очень классный, вы о нем, блин, мечтаете, вы хотите быть с ним. Пара свиданий, он испарился. Смотрите, что происходит. Вы на свидании сидите так, напряженно, вот так вот смотрите перепуганно, он вас задает вопрос, а вы так зависли, задумаете об вопрос, вы что-нибудь делаете не так, вы где-то либо слишком бурно реагируете на пустяшную ошибку, либо пропускаете серьезный ляп мимо ушей, вы слишком напряжены, а мужчина думает, что вы злитесь. И в конечном итоге он понимает, я для нее вроде как стараюсь произвести хорошее впечатление, я вроде как ей интересуюсь, она такая злая сидит, придирчиво на меня смотрит, напряжена вся, странненькая она какая-то. И он сваливает. А знаете, почему сваливает? Потому что такой мужчина уже наверняка был женат, и у него уже была такая странненькая жена, которая тоже была напряжена, тоже молчала, тоже была такая вот вся комок нервов, а потом как взрывалась и как устраивала истерику, и он с облегчением вздыхал, когда развелся. Скажите, пожалуйста, теперь понимаете, на чем вы прежде всего лажаетесь, встречая классных мужиков? То есть я вам сейчас старалась изобразить, но у меня это не совсем хорошо получается, потому что я не напряжена, я расслаблена, я общаюсь с вами с удовольствием, понимаете? А, и когда вы вот это вот делаете, вот такое лицо, или когда он вам говорит, он как-то пошутил, а вы не поняли и так напряглись, думаете, это он меня послать хочет, или он меня хочет подколоть, или он осмеять меня хочет, что он хочет со мной сделать. И когда вы вот такая вот напряженная сидите, он думает, боже, какая она странненькая. Нет, странненькая у меня уже была, ну ее, пойду поищу другую. И он уходит. И на самом деле вы могли быть прекрасной парой. Вы могли быть великолепной парой, у вас могли быть шикарные отношения, и вы могли друг друга дополнять, и вам могло быть прекрасно вместе. Но когда вы ведете себя не так, чтобы мужчина мог рядом с вами почувствовать то, о чем я расскажу позже, вы отпугиваете мужчину и создаете у него ощущение, что он не ко двору пришелся, он не совсем ваш. Да, мы становимся из-за своего, Диана абсолютно правильно, из-за своего страха, но какого страха? Мы ведь боимся быть отвергнутыми, мы ведь боимся быть непонятыми, мы боимся быть, что наши чувства никому не нужны, потому что он для нас охренеть как важен. И поэтому мы напряглись, как игрок, который в казино поставил последние трусы, пардон. И мы проиграем по законам того же казино. И если бы мы понимали, что движет мужчиной в этот момент, если бы мы понимали, на что надо было обращать внимание еще до того, как мы с ним встретились и назначили свидание, у нас бы все могло сложиться по-другому. Но когда мы начинаем все вот эти вот вещи, напряжение, завышенную ценность, завышенную значимость, обесценивание себя, когда мы все вот это делаем, у нас начинается в голове катавасия. У нас начинается в голове большой кавардак. Из-за чего? Мы начинаем хвататься за детали, мы пытаемся общую картину собрать из деталей. И эти детали разлетаются к чертовой матери. Почему? Потому что наше внимание... проболталась, хотела задать вопрос, но... потому что наше внимание рассеивается, мы не можем собраться, мы не можем сконцентрироваться.